Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание кладбищу и поговорим о том, что ни в коем случае нельзя приносить с кладбища в свой дом ни руками, ни ногами. Дело в том, что это самое страшное, что вы можете сделать, и, к сожалению, многие игнорируют это и даже не думают об этом. Но вы должны понимать и то, что кладбище – это мир мертвых. И не зря кладбища имеют ворота, имеют калитку и имеют определенные границы, за которые не стоит пребывать и приходить. И некоторые думают: ай-ка, дай-ка я, чтобы быстрее пройти к могиле усопшего, напрямик пройду. Помните о том, что этого делать нельзя. Для этого есть калитка, через которую вы должны зайти, и никак по-другому. Зашли, и вы также должны и выйти. Кроме того, постарайтесь посещать кладбище до 3 часов, то бишь до 15 часов по вашему местному времени. Желательно вообще-то до обеда, но если не получается, то можно после обеда. Но когда зашло солнце, ни в коем случае нельзя посещать кладбище от слова совсем. Также не старайтесь посещать кладбище зимой, в зимний период, особенно если в вашем регионе есть снег. Также, когда идут похороны в зимний период, и вы пришли на кладбище, это одно дело, это одна ситуация. Другое дело, когда вы просто решили прийти на кладбище, потому что вам так захотелось в зимний период, когда есть снег. Это ни в коем случае нельзя делать. В одном из видео мы с вами более детально об этом поговорим, потому что через снег, к сожалению, вы даже можете подцепить порчу, вы можете подцепить негатив, который может, к сожалению, не очень хорошо проиграться в вашей жизни, принести вам одни беды, слезы, неприятности и проблемы, в том числе и со здоровьем. Многие беременные женщины любят ходить на кладбище и считают: ну какая разница, вот мне нужно сейчас посетить кладбище, и вот никак по-другому. Или я же любила свою любимую бабушку или дедушку и так далее. Вы должны понимать и то, что вы несете огромную ответственность не только перед собой, но и перед вашим ребенком. Когда вы приходите на кладбище, вы приходите не просто на кладбище, вы приходите в мир мертвых, где совсем другая энергия, где совсем происходят другие процессы. К сожалению, многие люди не видят того, что же в действительности происходит на энергетическом уровне на кладбище. А вам, может быть, в таком случае вы можете подцепить какой-то негатив, какую-то сущность, которая будет потом очень сложно убрать. Но если все-таки вам нужно пойти на кладбище, бывают случаи, правда, бывают случаи, когда вот беременная женщина, ей нужно идти на кладбище. Тогда обязательно в этом случае наденьте красное платье и обязательно завяжите на запястье красную повязочку. Таким образом, это сделает очень великую защиту для беременной женщины и для ее ребенка. Далее поговорим немножко о фотографиях на кладбище. Дело в том, что раньше у наших предков, когда только появился фотоаппарат, вы помните этот фотоаппарат на 3 ноги, с дурацкой этой вспышкой, да, но он был. И почему-то наши предки считали, что это такое вот действительно очень важное событие, и пытались сфотографировать похороны. И вы видели, наверное, что у ваших прабабушек, бабушек прямо чуть ли не каждая минута есть вот именно этого процесса, есть определенная фотография, где выносят гроб, где идет определенный процесс на само кладбище и так далее, и так далее. Если у вас есть такие фотографии, то возьмите обязательно, займите отдельную папочку, отдельную коробочку, чтобы она обязательно была черного или темного цвета. И сложите вот все вот эти фотографии. Если уже на этих фотографиях уже нет живых людей, которые есть в этом материальном мире, в таком случае вы можете сжечь. А когда будете сжигать, ни в коем случае не рассматривайте каждую фотографию, не цепляйтесь. Почему? Потому что
Таким образом, вы начинаете якорить свою энергию. Это очень важно понимать. И сейчас в нашем современном мире тоже, пожалуйста, у всех есть мобильные телефоны, и все почему-то считают, что нужно фотографировать моменты рядом, возле, в процессе и так далее. Это также делать не стоит. Кроме того, никогда не фотографируйте, пожалуйста, на кладбище, если на могиле нет еще 40 дней. Вообще кладбище, еще раз, это не то место, где вы можете фотографироваться, где вы можете рассказывать анекдоты, веселиться и так далее, и так далее. Еще хотела вам уделить особое внимание. Вещи с могил ни в коем случае никогда не берите. Никакие вещи, предметы с могил. Дело в том, что таким образом любая вещь, которая попала на землю, на кладбище, она там должна и остаться. Даже если это условно были... Например, у вас упала пуговичка или у вас упало что-то какое-то копеечное. Почему? Потому что это попало уже в мир мертвых. И значит, это должно и остаться. Конечно же, бывает так, что люди не могут, например, это может быть вдруг случайно упал телефон, да, упал кошелек или что-то еще. В таком случае вам нужно обязательно сделать откуп. Как это откуп делается? Берете монетку и бросаете, и только уже после этого поднимаете свою вещь. Но лучше вообще на кладбище не ходить с кошельком, со своей сумкой, с деньгами и так далее. Вы должны понимать, что вы пришли на кладбище, вы пришли в мир мертвых, где совсем работают и действуют другие законы. И если вы эти законы не знаете, это не значит, что это вас не освобождает от ответственности и тех ситуаций и проблем, которые могут возникнуть в вашей жизни. Далее, никогда в жизни не приносите землю с кладбища, не руками. Бывает так, что есть люди, которые считают, что вот они должны взять буквально щепотку земли с кладбища и увезти в какое-то другое место. Не стоит этого делать. Хотите взять землю, возьмите землю в том месте, где человек физически жил, где вы интуитивно почувствуете. Бывает такое, это поле, это может быть земля у какого-то дерева, где вы на интуитивном уровне почувствуете, что вам вот эта земля, вот нужно ее взять, но которая находится на кладбище. Запомните, это уже кладбищенская земля, и это самое страшное, что вы можете принести в свой дом и в свою жизнь, потому что таким образом, когда вы несете вот эту землю, вы притягиваете не просто негатив, вы в свою жизнь притягиваете вот эту мертвую энергию с кладбища, и последствия, к сожалению, могут быть достаточно плачевными. Кроме того, обращаем ваше внимание, когда вы идете на кладбище, вне зависимости летом, весной, осенью или зимой, у вас должна быть обувь всегда закрыта. Ни в коем случае не надевайте шлепки, босоножечки и так далее. Кроме того, если у вас есть возможность, обязательно перед тем, как зайти на кладбище, оберните ноги в несколько пакетов. Пакеты плотные. Если нет такого, то возьмите, например, бахилы те же. Они стоят копейки в аптеке, и вы можете перед тем, как заходить, перед тем, как заходить в калитку, вы можете надеть эти бахилы, но опять же, в любом случае одеваем закрытую обувь. Кроме того, когда вы вышли с кладбища, ополосните обязательно подошву обуви. Такую водичку принесите с собой, с дома. Многие бабушки и дедушки знают, что это так нужно делать. Обязательно после кладбища нужно вымыть руки и лицо. Считается, что таким образом вода сможет нейтрализовать негатив, который сосредоточен на любом кладбище. Вы должны об этом очень важно понимать. Кроме того, наши дорогие девушки, женщины, приходя на кладбище, всегда одевайте платки, шапки, одевайте шаль. То есть ваша голова должна быть покрыта. Это не потому, чтобы вам показать или намекнуть на что-то. Нет, вы должны понимать, что ваши волосы, даже один упавший волос на кладбище, может в один момент принести вам не очень хорошие ситуации. Также ни в коем случае на кладбище не будьте с распущенными волосами. Все в хвостик, наденьте шапочку, платочек или шаль. И тогда, когда вы уже идете на кладбище, это касается, конечно же, и самих похорон. Помните о том, что мир мертвых, еще
еще раз, это мир мертвых, и у них свои законы, правила, по которым они действуют. Недаром наши предки передавали вот эти знания из поколения в поколение, и наш сейчас современный мир забывает про эти знания. Но вы знаете, незнание не освобождает от ответственности. Пожалуйста, обратите на это особое внимание. Далее, бывает так, что человек падает во время похорон. Вообще на кладбище, на самом кладбище вот падать – это очень плохая народная примета. И здесь вам нужно еще учитывать некоторые обстоятельства, при которых вы упали или кто-то упал из ваших членов семьи. Бывает, что, например, идя по кладбищу, находясь вот в этом тяжелом состоянии, вы споткнулись где-то и не обратили внимания, и вы упали, да, особенно если это были похороны, да, это достаточно тяжелый процесс, но вы должны понимать, что когда вы падаете, особенно в выкопанную могилу, это очень-очень плохо. Поэтому, когда вы идете на кладбище, если, например, ваши близкие, родные провожают в последний путь, то постарайтесь их поддержать как можно сильнее, насколько это возможно. Потому что это говорит, если человек вот таким образом упал в выкопанную могилу или упал на кладбище, это говорит о том, что покойник пытается тянуть вас к себе. Также бывает, что и сущности начинают тянуть человека к себе. А если вы упали во время похорон, что вам нужно сделать? Вам нужно сразу уйти с кладбища. После этого вышли с кладбища, сразу уйдите в церковь или идите в храм. Поставьте обязательно свечку, помолитесь в церкви. Не забудьте умыться святой водой. Святая вода, как правило, в церквях сейчас она есть в открытом доступе, даже бесплатно. Если не видите или бывает, что нет, вы можете купить в церковной лавке. Именно в церковной лавке. И не забудьте прочитать любую молитву. Любая молитва, которую вы знаете. Не знаете никакую молитву или забыли молитвы, начинаете говорить все то, вот как молитву, те слова подбирать, которые вы чувствуете на интуитивном уровне. Далее вы можете увидеть на кладбище во время похорон животное. Это может быть и кошка, это может быть и собачка. Что в этом случае вам нужно сделать? Вам нужно обязательно дать какое-нибудь лакомство и после этого отогнать аккуратненько. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что какая-то неупокоенная душа пытается к вам приблизиться. Поэтому очень важно не допускать этого. Если у вас нет никаких лакомств, просто аккуратненько отгоните от себя. Не агрессивно, ни в коем случае. Не надо ее бить, не надо делать никаких резких движений. Просто это делаем аккуратненько. И особенно, знаете, неправильные все наши действия, это может нам просто-навсего вернуться. И вам нужно понимать, что животные – это чьи-то души на кладбище. Таким образом, ни в коем случае не допускайте этого дальше. Что мы еще рекомендуем? Обратить внимание на могилу, потому что на могилу может прилетать птица. О чем это может в этом случае говорить? Это говорит о том, что умерший пытается дать какой-то вам знак. Дело в том, что считается, что птицы могут вселяться в души людей, могут вселяться птиц, и, например, и таким образом давать вам определенные подсказки. Например, человек не успел при жизни совершить что-либо или завершить, да, и прилетают напомнить о незавершенном своем каком-то важном деле. Бывает так, что вы сразу можете и не понять, о чем же идет речь, но это вы должны понимать, что это уже знак, что какое-то есть незавершенное важное дело. Даже если вы не знаете, вы потом уже в спокойной обстановке обсудите со своими близкими, с родными, с людьми, с теми людьми, которые вы достаточно хорошо знаете, и вы знаете, ответ обязательно найдете. Также, возможно, вам через сны будет приходить какая-то информация. Обязательно не игнорируйте это, потому что многие люди, находясь в этом стрессовом состоянии, могут просто-навсего на это не обращать никакого внимания.
Возможно, вы увидите птицу, которая прилетела на могилку, да, потому что по разным причинам, но после того, как вы выйдете с кладбища, вам кто-то может даже подсказать: слушай, вот такая вот ситуация, вот ты обратил на это внимание, это должен быть знак уже какой-то, да, и вам нужно, например, возможно, в ближайшее время решить какой-то вопрос. Это очень важно. Никогда также не доставайте на кладбище деньги, именно не для того, чтобы их посчитать, а вообще не стоит их доставать, потому что, вы доставая деньги, вы, например, можете начать переживать, нервничать, да, и теребить такие деньги в руках. И таким образом, когда человек переживает, он может приглашать вот эти сущности к денежной энергии. Также обращаем ваше внимание, будьте внимательны, осторожны с деньгами, не допускайте того, чтобы деньги упали на кладбище. Ну а если они упали, это не к добру. Помните о том, что на кладбище ни при каких обстоятельствах нельзя подбирать деньги с земли, поэтому мы говорим о том, что ничего с собой на кладбище приносить не стоит. Ни деньги, ни мобильный телефон, не стоит быть в каких-то дорогих или вообще даже в украшениях. Бывает так, что женщина приходит в каких-то своих украшениях, потому что у нее память от близкого и родного ей человека. Этого тоже не стоит делать. Еще раз, на кладбище это не просто вы пришли к человеку, к могилке, но вы пришли в мир мертвых, где и бывают всевозможные сущности. Очень важно, чтобы вы не игнорировали эти правила, даже если вам сейчас в современном мире говорят о том, что не стоит обращать внимание и так далее. Да, есть сейчас службы ритуальных услуг, но они, вы знаете, там все завязано, к сожалению, на деньгах, но есть знания, которые испокон веков передавались, но они уже забываются, это нужно знать и помнить. Также обращаем ваше внимание, если в вашей семье есть какие-то определенные традиции, обычаи во время похорон, посещения кладбища, обязательно их рассказывайте своим детям, своим внукам, чтобы они также знали. Потому что, еще раз повторимся, кладбище – это не место для развлечения, это не место для обсуждения каких-то сплетен, разговоров, обсуждения, брать или не брать кредит, покупать или не покупать машину, квартиру и так далее. Да, вы приходите вспомнить человека, родного вам близкого, но вы должны понимать, что это кладбище, где есть всевозможные сущности, которые не могут найти себе место, и вот они пытаются неким образом зацепить вас для того, чтобы вы начали отдавать им свою жизненную энергию. Человек начинает болеть, чахнуть, у него начинают происходить проблемы и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на эти знания, которые мы сегодня с вами поделились. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация действительно будет полезна и важна. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.